Всем салам с канала Каспийский берег, друзья. Друзья, как вам тема утиной грудки? Посмотрите на эту красоту. Вчера увидел в магазине готовые вот такие красивые, беленькие, очень красивые утиные грудки. Не выдержал и купил. Да, удовольствие не из дешевых, но я решил себя побаловать. Так что сегодня будем готовить бесподобную утиную грудку, друзья. Значит, я покажу сегодня классический способ, как утиную грудку жарят на гриле, то есть на сетке. То есть в основном все делают так. Я не буду умничать и покажу вам самый распространенный способ. Значит, в первую очередь обрезаем все лишнее. Здесь особо ничего лишнего нету, но вот такие кусочки кожи и, может быть, жира, которые выступают уже за габариты, так скажем, они могут просто на гриле гореть. Поэтому нужно их немножко окультурить, вот эти грудки. А теперь, друзья, делаем вот такие вот надрезы в коже. То есть надрезаем кожу. Я скажу, для чего это делается. Есть целых 3 причины. Значит, в первую очередь это делается для того, чтобы жир вот этот, потому что у нас утка, птица очень жирная, и, соответственно, подкожный жир у нее очень такой развитый, сильный, чтобы он легче вытопился. Вторая причина. Если мы вот эти надрезы на коже не сделаем, ее может просто от нагрева вот так развернуть, вывернуть. Кожа стянется, и вот так мясо у нас скрутится рогаликом. Во избежание вот этого ее нужно надрезать. А третья причина, такая самая простая. Это чтобы наши пряности, маслом мы ее чуть смажем, чтобы лучше туда как бы проникло все в мясо, в кожу. Вот по этим 3 причинам мы делаем вот такие надрезы, друзья. Пока резал, еще одну причину нашел, друзья. Вот этой обрезки, окультуривания. 4-я причина — это наши кошки. Где вы? Манька, вперед. Нам нужно для наших грудок сделать такую обмазку. Соусом это трудно назвать. Это именно что обмазка. Значит, масло, черный перчик, и сок половины лимона. Теперь хорошенько посолим грудки. С обратной стороны. Обмазывая вот так грудки, может появиться такой соблазн каким-нибудь соусом это сделать. То есть фруктовым, да, я имею в виду. Но, друзья, это лучше не делать, потому что этот соус с вероятностью 90% сгорит у нас на углях и будет такой черный, непрезентабельный вид. И за это, как бы нам это не хотелось сделать, лучше это не делать.
Закрою крышкой. И пусть наши уточки, вернее, грудки от наших уточек постоят. Минут 15-20 пропитаются. А тем временем у нас сегодня шикарный будет гарнир, друзья. Тыква. И посмотрите сюда. И каштаны. Нарежем тыкву и подготовим каштаны. Тыква оранжевая, как апельсин прям. А тыква это моя, друзья. Вот ее младшие братья. Еще на грядке. Получилось 12 кусков тыквы и 12 грудок. Я не специально, так случайно вышло. Совпало. Так, теперь что мы делаем? Мы тыкву тоже обмажем маслом. Посолим. Одену защитную перчатку, потому что сейчас мне нужно надрезать каштаны, а это не совсем безопасно. Они могут выскользнуть, я могу порезать. Друзья, делаем вот такой просто надрез. Если каштан треснут, то уже и надрез не нужно делать. Он уже у нас не стрельнет, не лопнет. Друзья, угли пока такие раскаленные, яростные. Мы уже поставим сетки, чтобы они хорошенько прокалились. Сетки у нас сегодня будет 2. Одна для гарнира, другая для мяса. Сетки смажу маслом. Хоть у нас и мясо, и тыква в масле, ну, как говорится, сетку маслом не испортишь. Ну, с Богом, друзья. Значит, на сетку кладем кожей вниз. И где-нибудь здесь пристроим тыкву. Утиный жир такой огнеопасный очень. Ага, все, уже отлично. Можно переворачивать. Смотрите, какая красота. Как кожица поджарилась. Будет хрустяще.
А, друзья, у нас же еще каштаны. Как я про них забыл. Надо срочно для них место организовать. Сейчас. Вот так их в кучу. Пусть пекутся. В таком виде утку, вернее грудку ее, я жарю первый раз. Делал шашлык из утки, ну кусками, да, вот так, чтобы именно утиная грудка. И на гриле я не делал. Но я думаю, должно быть супер. Вид мне, по крайней мере, очень нравится. Ага, а здесь тыква уже подоспела. Ага. Надо переворачивать, друзья. Вот этим бананом, говорю, масляно-лимонным соусом еще раз смажем. Самое главное, чтобы получился сочным этот мини-стейки утиный. Я хочу, чтобы, как по закону стейка, мясо не было слишком пережаренным. Не сырым, конечно, но чуть-чуть, если внутри будет слегка розовенькое, я думаю, что это только плюс. Более сочное будет. Каштанчики. Друзья, вот если бы я их не надрезал, они, знаете, как сейчас взрывались бы здесь. Дома жарил пару раз на сковороде. Они так взрываются конкретно. А вот надрезал и все, проблем нет. Друзья, тыква тоже дошла. Ее надо собирать. Кто из вас ел вот такую печеную тыкву? Обычно тыкву что делают? Жарят, парят. Ну, редко кто ее печет. А на Каспийском береге, друзья, у нас бывают вот такие экзотические блюда. Каштаны я перекину на одну половину. Они никуда у нас не денутся. Они дойдут по-любому. Друзья, а уточку нашу надо немножко довести. Значит, чуть-чуть мы ее сейчас под колпаком доведем. Вот так. Та-да-да-да! Все, друзья. Наши мини-стейки утиные готовы. Я 100% не знаю, дошли они или нет. Но я опять-таки говорю, я хочу, чтобы чуть-чуть розовые они оставались. Так будет очень сочно. Пересушивать утку — это последнее дело. Друзья, каштаны у нас получились необычные. Они чуть-чуть соприкоснулись с этой суткой. И вот такой у них, они жирные на вид.
А здесь у нас уже все накрыто, друзья. Поляна накрыта. Сегодняшний поздний обед или ранний ужин, я не знаю, как лучше. Кому как больше нравится. У нас какой-то получился французский, друзья. Как будто мы где-то в Париже, на Монмартре сидим. И нам вот подают грудку утиную. Французское вино. Оно у нас не французское, ну, будем представлять, что французское. Каштаны, тыква, в общем, все какое-то необычное. Сейчас будем есть все медленно, смаковать, как говорится, с кайфом. Возьмем вот так произвольно 2 кусочка. Тыкву. Тоже пару кусочков. А с каштанами по ходу пьесы разберемся. Так, самое главное, друзья, начинаем резать. Давайте я вам большим ножом это сделаю. Я сам очень волнуюсь. Посмотрим, как она у нас пропеклась. О, так, как вы любите, друзья. Это уже у нас well done. Посмотрите на эти кусочки. То есть она уже полностью у нас готова. Я сам люблю, честно говоря, когда чуть-чуть крови побольше, то есть более розовая. Вот такая демонстрация, чтобы вы через камеру поняли, что здесь творится. Что я здесь сейчас испытываю. Какие чувства я здесь сейчас, друзья, переживаю. Посмотрите, это как красиво. Это фантастика, это не просто красиво. Да, это уже well done. Она полностью у нас готова. Сейчас посмотрим, насколько сочно. Фантастика, друзья. Я очень люблю утиное мясо. Так как сам охотник. Давно, правда, на охоте не был. Но этот вкус мне очень хорошо знаком. Вот сказать в 100 раз будет мало, в 1000 раз вкуснее курицы. Утиное мясо – это фантастика. Куриное оно намного проще. Здесь столько каких-то вкусов дополнительных. Да, понимаешь, что это птица, но намного богаче вкус. Великолепно. Можно еще взять и замакнуть вот сюда, друзья. Это, знаете, гранатовый соус. Это не наршарап, не путайте. Это именно соус. Пепино де люкс. Попробуем тыковку. Супер. Тыкву я тоже очень люблю. Ну, представляете, она печеная. То есть еще с дымком. И, кстати, неплохо с удочкой сочетается тыква. Классно. Каштанчик. Печеные каштаны. Это вкус детства. В Азербайджане, в Баку каштаны очень распространены. В плов добавляют, просто жарят. Но на углях вообще бесподобно. Так как ужин у нас сегодня французский, хлеб тоже я взял. Багет французский. Уточка, каштаны, тыква и так далее, и без вина. Я думал, что к птице идет белое вино, но именно к такой птице, к дичи, да, будем говорить. Но к красному мясу, друзья, красное вино.
Друзья, этот бокал красного сухого вина, я, знаете, за что хочу выпить? За красоту жизни. За то, чтобы хоть иногда мы могли бы себя баловать. Вот такой приятный устраивать себе ужин. С такими действительно деликатесами, как утиная грудка, например. Иногда нужно себя баловать. Не отказывайте себе, когда очень хочется. Будьте здоровы. Кстати, вино очень хорошее. Зелень тоже сюда подойдет. Вкусно. Счастливый я сегодня. Еда человеку тоже может поднять настроение, друзья, честное слово. Очень у меня приятный сегодня ужин получился. Легкий, не очень такой он насыщенный, тяжелый. И в то же время очень вкусный. Ну, каштанчик. Друзья, мне сегодня было очень вкусно и приятно. Дай Бог, чтобы каждый ваш ужин с семьей или с друзьями, неважно, проходил тоже в хорошей обстановке, чтобы вам всегда было вкусно и приятно. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.